Колокольцев дал интервью и сообщил, что Россия продвинулась вперед в борьбе с незаконными мигрантами. Преступления практически все резонансные мы раскрываем. Ну да. Ну, это вот лишний раз является объективным доказательством того, что мы реагируем на эти вопросы. Они же сюда уже приезжают уже сформированные, со своим мышлением, со своим подходом ко всем вопросам о жизнедеятельности общества. И я как могу его спрофилактировать? Я же не могу даже в условиях сегодняшнего огромнейшего некомплекта возле каждого мигранта поставить по одному участковому. А вопросов там очень много. Этот вопрос касается не только Российской Федерации, этот вопрос касается многих. Вот. Но в любом случае мы двигаемся вперед. Вот часть из того комплекта законодательных актов, из так называемого большого закона по миграционной политике, уже Государственная Дума приняла. Мы получили в свои руки инструменты, которые с нашей точки зрения позволят более четко выполнять и эффективно возложенные на нас функциональные обязанности. И в любом случае, я думаю, надо в этом направлении идти. Глава МВД заявил что Россия продвинулась вперед в решении проблем преступности среди мигрантов благодаря изменению законодательства. Но пока еще есть над чем работать, так как каждому приезжему невозможно приставить по полицейскому. Тут, наверное, многие от себя добавили бы, что имело бы смысл не завозить их по миллиону в месяц. Но об этом уже сказал в свое время Александр Бастрыкин. К слову, напомнив, что права подобных инициатив и обращения в Госдуме, когда высказывался Александр Бастрыкин, он сказал, что у него, в общем, нет инструментов, чтобы ходатайствовать, высказывать свои пожелания в сторону Госдумы. Такие инструменты есть у МВД. МВД ими почему-то не пользуется. Вот говорил в свое время на питерском форуме Александр Бастрыкин. Тем не менее, по словам Владимира Колокольцева, его ведомство раскрыло практически все резонансные дела, связанные с мигрантами. Профилактика преступной деятельности среди людей, которые приезжают работать на территорию Российской Федерации, это сложный вопрос, так как они уже состоявшиеся взрослые люди со своим мышлением и подходом, которые не так просто изменить. Опять же, вот у меня возникает вопрос, зачем менять им взгляды и подходы? Зачем вообще пускать того, кого уже невозможно изменить? Пусть не меняются, пусть живут в своем Таджикистане, Узбекистане, Киргизстане, прекрасных странах. Давайте будем толерантными, но если они не могут жить по законам Российской Федерации, то, возможно, есть смысл поставить вопрос о том, чтобы они сюда не приезжали. Вот как-то мне показалось, что Колокольцев не поставил этот вопрос, честно говоря. Тем не менее, с похожей проблемой, по мнению главы МВД, сталкивается множество стран. Но в России уже появились действенные инструменты борьбы благодаря большому закону по миграционной политике. Ну, честно, тут я не очень понял, что это за закон, желательно конкретно цитировать, либо адресовывать. Вот как-то мне в этом интервью не было, что значит большой, а что значит маленький закон. Тут я не совсем понял, если честно, Колокольцев, о чем он говорит. И насчет других стран тоже желательно приводить примеры. Во многие страны, о которых я слышал, интересовался, там как раз миграционная политика и проводится, и массу документов надо сдавать, и деньги платить за пребывание, причем немалые. Право на пребывание, получение карты на пребывание, временного там, проживания, ВНЖ, ПМЖ, денег стоит, просто платишь. Вот за то, что тебе разрешает страна жить, платишь, при том, что ты там производишь, может быть, даже какую-то полезную деятельность. Так что правильное ли это сравнение, когда приезжают автобусами на территорию России двухэтажными деятели, которые не говорить не умеют по-русски, никаких ценностей культурных и связанных с религией, у них какие-то свои взгляды, приходят, свечки тушат в церкви. То есть, зачем их привозить-то? Главный вопрос в этом. И этот вопрос надо адресовывать в Госдуму, чтобы столь легкий метод попадать на территорию Российской Федерации, ну, собственно говоря, перестал быть таким легким. О чем и говорил в свое время Бастрыкин, а Колокольцев, по-моему, он не говорит даже в этот раз. Такое сложилось впечатление. Уникальная международная операция произошла, вот трудно пройти мимо такой новости. Благодаря слаженной работе полицейских нескольких стран удалось найти и вернуть в юрисдикцию Российской Федерации похищенную реликвию – виолончель 17 века, друзья. Работа итальянского мастера Джованни Баттиста Раджери.
одного из учеников Никколо Амати. Она является частью государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов Российской Федерации. На днях в итальянской Флоренции представители местных правоохранительных органов передали виолончель моим коллегам, сообщают на каналах МВД, и моим коллегам это говорит Ирина Волк. Как я понимаю, просто очень часто передублируют ее слова на другие каналы. Обычно вообще должно происходить как-то по-другому. Ирина Волк — это конкретный человек. Это не ведомство, это не федеральный орган. Поэтому желательно поправлять. Это она должна цитировать официальные каналы, а не наоборот. Просто на территории Дагестана уже был случай, когда были полуофициальные каналы, которые вообще вбрасывали там и фейки какие-то. То есть желательно разделять. Есть конкретный человек со своей позицией, да, жизненной позицией, и есть он в форме, на службе, либо там он официальный представитель. И даже когда он официальный представитель, он говорит, она ничего не раскрывала сама, либо я об этом ничего не знаю. Она может говорить только от имени, что значит, коллег, потому что много что раскрыла, то есть я просто не знаю, тогда об этом надо рассказать. Она официальный представитель, который рассказывает о том, как сотрудники того или иного ведомства провели ту или иную работу. Спасибо ей за эту работу. То есть не надо ее цитировать, как она носитель какой-то информации. То есть вот это хотелось бы, чтобы не путались. Инструмент, принадлежащий, значит, ФГБУК, Российский национальный музей музыки, в 1995 году был похищен у музыканта, которому передавался во временное пользование. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, поскольку имелись основания предполагать, что виолончель могла быть вывезена за рубеж. Она была внесена в информационную базу Интерпола, в которой содержатся сведения о похищенных культурных ценностях. В 2018 году инструмент обнаружили выставленным на продажу на аукционе во Франции. Его сняли с торгов. Позднее уже сотрудники НЦБ, Интерпола, МВД России установили, что реликвию перевезли в Италию. По запросу российской стороны она была изъята правоохранительными органами этой страны и помещена на временное хранение в подразделение по охране культурного наследия отряда карабинеров Флоренции. После проведения экспертного исследования предмета культурного наследия итальянской стороной принято решение о его возвращении в Российскую Федерацию. Невозможно переоценить важность подобной новости, и, конечно, она нам сразу же, друзья, напоминает, как Алла Борисовна Пугачева старательно пытается вытащить из России музейные реликвии. Но таможенники ей не дают пока этого сделать. Спасибо таможенникам и спасибо Интерполу. Московские мигранты раскопали могилу. Здесь я, друзья, немножко предполагаю. Хотя, не знаю, вот давайте ознакомимся с новостью. Московские строители раскопали... Просто новость звучит так: московские строители. Вот я в Москве родился. Получается так, что вроде как я раскопал. Меня это немножко задевает. Вот слово даю, не копал. Но давайте ознакомимся с новостью. Московские строители раскопали братскую могилу в Лобне. Не я. Я не знаю, что мне сделать, чтобы поверили те, кто писал эту новость. Не я. По ошибке. Я бы не смог ошибиться. Я бы увидел могилы и не стал бы копать. Тем не менее, значит, как дальше звучит? Они занимались благоустройством на территории Центрального парка. Цена контракта 635 миллионов рублей. Понимаю. Выполнена работа у мемориала «Звонница». Строители начали копать землю. Узнав об этом, активисты выразили недовольство. И раскопки прекратились. Мемориал основан в 2000 году в городском парке культуры. Тогда по решению местной администрации на этом месте были перезахоронены останки советских воинов, защищавших Лобнинский рубеж. Новость, публикует «Известия», но вот что пришло мне в голову. Активисты ужаснулись тому, что кто-то раскапывает захоронение, а тот, кто его раскапывал, он... Что, не испытывал никакого холодка вдоль спины? Ты приехал, и ты кладбище раскапываешь. То есть вот в чем, да, ирония, странность события. В новости нет этой информации, вот это я для себя тут помечаю, а я подумал, не мигранты ли вели работы, и не для того ли их тащат в Россию, чтобы можно было делать то, на что у местного населения просто рука не поднимется. Имха, друзья, это вот мое мнение, но вам не кажется, что вот эти самые активисты некие, это были люди, которые вздрогнули, увидев, как
вот эту братскую могилу расковыривают экскаваторами какие-то граждане. Вот эти граждане, я просто пытаюсь понять, я ставлю на этом акцент со своей стороны, что это были за люди, потому что, вот допустим, я тракторист, мне сказали копать, и вот кучу денег платят. А у меня все равно, я все равно буду себя чувствовать неуютно, я буду понимать, что это как-то будет меня преследовать, что это вот сейчас раскопаешь, закопаешь, все равно это как-то вот... Это какое-то такое действие, которое ты не станешь делать, или обратишься к начальнику: слушай, друг, ты тут это... Ты вообще смотри, куда ты меня пригнал-то работу проводить. То есть я буду, наверное, я вот просто себе представляю, что вот я очень хочу провести эту работу, и у меня рука не будет подниматься. Я буду пытаться переложить ответственность, наверное, на начальнику. То есть я уж совсем какой-то безнравственный, но я не хочу, чтобы мне потом это прилетало как претензия. Я к чему, друзья? К тому, что вот в новости нету акцента на то, кто это делал и что у них, что с самим вот этими конкретными людьми, которые раскапывали. У них как рука на это поднималась? Я просто хочу увидеть видео, фото этих людей. Я хочу им в глаза посмотреть, вот в их фотографические глаза. У вас нет такого желания? И что-то мне подсказывает, вот почему я с этого и начал, что, возможно, это как раз мигранты. Как раз потому, что они какая-то воинская слава. Они там отсидели, и воинскую славу никак не коснулись ни они, ни их бабушки, дедушки. И они не испытывают к этому никаких чувств. И в принципе, и вот даже объявление Колокольцева, что у мигрантов будут какие-то такие свои ценности, которые не переделаешь. Вот это, возможно, они и есть. Что вот поплевали они на эти какие-то там защитники какого-то там рубежа Лобнинского. Вот пришло мне в голову. И еще раз, я не знаю, кто это был. И вот пишите, кто, может быть, знает эти подробности больше. Мне бы очень хотелось увидеть, чтобы при таких новостях обязательно показывали, что называется, героя события. То есть вы конкретно. И вот общественники, не ленитесь, делайте фотографии, видео, чтобы мы видели, кто это. Я хочу понимать, может быть, есть какой-то один облик, образ вот этих людей, которые это делают, которые, как в каком-то смысле, да, по системе Ламбразо, мы можем понять, что вот этих надо остерегаться. То есть у них вообще святого ничего нет. Да, то есть мне бы какой-то, да, такой фоторобот собирательный, от кого надо шарахаться, потому что объяснять смысла нет. Вот Колокольцев говорит, там некоторым уже объяснять нет смысла. Мне кажется, вот этим даже пытаться нет смысла. Их просто надо останавливать, когда они заносят руку на что-то очередное и святое. Такое мое мнение. Так, вот я немножко закончил подборочку новостей, друзья. Пишите со своей стороны, как вы это видите, как вы это чувствуете. Может, я в чем-то не прав, стараюсь отсоединять. Есть мой взгляд, мое имхо, есть объективные факты, которые мы с вами видим, наблюдаем. И они могут, в принципе, объясняться по-разному. Все мы разные. Поэтому давайте делиться своим мнением. Не забывайте подписаться. И увидимся в следующих новостях.